Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами хотим поделиться достаточно простой, но в то же время очень-очень эффективной практикой. Друзья, вам понадобится буквально щепоточка соли. Вам ее нужно бросить в окно, и обращаем ваше внимание, что все эти проблемы, нюансы, которые вас расстраивали, вы переживали, это все уйдет. Как правильно эту практику делать, почему именно сделать нужно в ближайшее время, а также какие слова говорить, друзья, все более подробно, все в этом видео. Итак, обращаем ваше внимание, что с 24 апреля по 30 апреля обязательно бросьте щепоточку соли в окно, и все проблемы уйдут. Давайте разберем, почему именно с 24 апреля по 30 апреля. Друзья, дело в том, что у нас сейчас идет убывающая луна, и в это время мы с вами можем избавляться от любого негатива, от проблем, от неприятностей, от долгов, которые нам мешают с вами двигаться и идти вперед. И по 30 апреля, друзья, у нас с вами фаза убывания Луны. Соответственно, мы с вами можем проводить все те практики, ритуалы, обряды, которые идут на очищение, на избавление, на разрушение какого-либо негатива, каких-либо проблем. Кроме того, обращаем ваше внимание, что после 30 апреля у нас с вами начинается и коридор затмения. Он достаточно сильный, но мы с вами поговорим об этом чуть-чуть в другом видео. А сегодня у нас с вами практика. Обращаем внимание, что эта практика достаточно простая, но она в то же время очень действенная. Дело в том, что вы все знаете, что мы с вами используем соль. Как правило, все хозяюшки используют на кухне соль, но также вы можете использовать и эту соль при проведении практик. Дело в том, что соль является прекрасным магическим помощником, который использовали в магии еще наши прабабушки для того, чтобы избавиться от проблем, от негатива, от сглаза. Также соль всегда использовали и для защиты. А дни, когда у нас с вами Луна еще и находится в самой активной фазе убывания, и таким образом может оказать достаточно сильную энергетическую помощь, особенно если у нас с вами сложное эмоциональное состояние. Когда убывающая Луна, друзья, мы все знаем, что у нас не хватает нам энергии, мы находимся, возможно, в каком-то негативном состоянии, наши эмоции всегда негативные, кто-то хочет плакать, реветь, кто-то хочет постоянно злиться, ругаться, и вот именно такие практики обязательно вам помогут в этом. Друзья, эта практика, как мы уже сказали, достаточно сильная, поэтому вы ее можете проводить в любое время с 24 апреля по 30 апреля. В любое время в течение всего дня, в любой день, в этот промежуток, который мы вам сказали. Когда вам намного будет, когда вам будет удобнее. Удобнее делать ближе утром или в ближайшее вечернее время делайте. Итак, что мы берем? Мы берем с вами левой рукой, именно левой, не правой рукой, берем левой рукой небольшую щепоточку соли. После этого подходим к окну, либо выходим на балкон и именно сдуваете со своей руки эту соль. Очень важно. И сразу же произносите следующие слова. Эти слова нужно сказать всего лишь один раз. А слова, друзья, звучат у нас с вами следующим образом. У светлых сил я помощи прошу для себя, для дома своего. Я сдуваю все тревоги, все проблемы. Я призываю в жизнь процветание, комфорт, благополучие. Я становлюсь магнитом для счастья. Да пребудет помощь свыше для меня. Сказанное да исполнится. И, друзья, после этого закрываете форточку или выходите домой, заходите в дом, в квартиру и занимаетесь своими делами. Также обращаем ваше внимание, если в вашем случае окна не открываются или вы живете в частном доме, в таком случае выйдите на улицу. Здесь очень важное условие, чтобы вы именно со своей левой руки сдували эту соль. Соль вы можете использовать та, которая у вас есть
на кухне. И обращаем ваше внимание, что после того, как вы сделаете эту мощную практику, ваши проблемы начнут уходить. Кроме того, обращаю ваше внимание, что, знаете, глобальность проблемы у каждого или тех неприятностей у каждого может быть разная. Ну, например, если вы водитель, да, и вам выписали штраф, и вы очень расстроены, это достаточно и один раз провести такую практику. Но если у вас какие-то глобальные проблемы, у вас что-то не получается, вы, например, в долгах, то в таком случае проведите несколько дней вот именно эту практику. И ваши проблемы начнут постепенно уходить. Как это обычно проявляется? Появляются люди, появляются события, появляются звонки, открываются новые какие-то возможности. Главное, чтобы вы не были закрыты в 4 стенах и, знаете, провели практику и закрыть в 4 стенках и думаете, что сейчас, прямо сию секунду прилетит к вам волшебник и решит все ваши вопросы. Нет, так в нашем материальном именно мире не бывает. И очень важно, что после проведения этой практики вы начали постепенно двигаться к тем целям и к тем задачам, которые вы желаете осуществить. И таким образом вы действительно можете стать вот тем магнитом для привлечения счастья, для привлечения удачи в вашей жизни. И в вашей жизни вот шаг за шагом начнет все налаживаться. Вы будете настолько увлечены теми процессами, которые начнут происходить в вашей жизни, что, возможно, в какой-то момент вы даже и не заметите, как в вашей жизни начали происходить совсем другие события, происходить другие изменения в жизни. Главное, чтобы вы не зацикливались на этих проблемах и не думали о том, что все, у вас ничего не будет получаться, мир закрылся и так далее. Вы должны сами верить в то, что действительно вы можете что-то изменить. И вам не хватает, знаете, вот как сделать какой-то определенный вот толчок. Или вот, знаете, бывает стакан с водой, и вот буквально не хватает иногда одной капли, чтобы вода из стакана начала вытекать. Так и в нашей жизни. Вот мне часто не хватает именно энергетического правильного потока, которого мы с вами, каждый из нас должен сформулировать и отправить высшим силам, отправить в космос для решения и осуществления той или иной проблемы или вопроса. Знаете, у вас все получится. Просто мы через вот наш канал, мы даем информацию. Ваше дело принять или ваше дело, знаете, отказаться, сказать, да все это ерунда, так невозможно, так не получится и так далее. Тогда смысл вам вообще учиться, заниматься саморазвитием, если вы ни во что не верите. Вы должны сами для себя, знаете, понять, что каждый ваш шаг – это шаг не просто в небытие, это шаг к приближению к своей мечты, к реализации. Да, на пути возникают определенные проблемы, кредиты, долги, какие-то неурядицы в семье, в школе, на работе и так далее. Это нормально. Иначе, если вы, представляете, если у человека 24 часа в сутки были бы идеальные условия для проживания, многим людям было бы неинтересно. А так каждый день человек обучается чему-то, он познает, он знакомится с людьми, кто-то его пытается, да, человека, допустим, мы с вами знакомимся с человеком, мы не знаем, насколько этот человек искренне, насколько он готов нам помочь, да, но он дает нам информацию. Наша задача в этот момент проанализировать, понять, разузнать, понять, насколько он прав, не прав. То есть нельзя принимать слова другого человека за чистую монету. Ваша задача всегда проанализировать, имейте критическое мышление. Это очень сложно, но если вы хотите чего-то добиться в своей жизни, вы должны всегда, знаете, брать комплексно. Там взяли информацию, там, и после этого начали для себя, сделали определенные выводы, знаете, подвели черту, сделали итог и начали для себя 1, 2, 3, 5, 10. По-другому никак. И практики, ритуалы, обряды, они нам в этом помогают, они подталкивают, они открывают вот эти вот потоки на энергетическом плане, которые нам не хватает. Возможно, вы замечали, что вот вы сидите и задаете себе вопросы: боже, ну а как же мне это то или иное сделать, да? И ни с того ни с сего у вас приходит мысль в голову. Или вам звонит подруга,
подруга и говорит, а давай мы, может быть, с тобой сделаем какой-то маленький свой бизнес. Или кто-то звонит и говорит там то-то и то-то, то-то. Ты знаешь, у меня, например, есть сантехник, который может тебе прийти починить, допустим, там в ванной или так далее. Вы понимаете, все в этом мире взаимосвязано. И только от нас зависит, готовы ли мы что-либо делать в своей жизни. Также обращаем ваше внимание, что после проведения этой практики очень важно, чтобы вы поблагодарили Вселенную, поблагодарили высшие силы за помощь и вот за те чудесные события, которые совсем скоро, возможно, уже начали происходить или произойдут в вашей жизни. Очень важно, чтобы вы верили вот ту вот энергию Вселенной, в ее силу. И, конечно, тогда вы сможете всегда достигнуть любой своей мечты. И достаточно Вселенной, вы должны понимать, что Вселенная это не всегда материя, как мы понимаем. Это еще и тонкая материя, которую мы с вами не видим. Поэтому здесь достаточно говорить определенные слова. Вы помните, что наши слова имеют определенную энергию. Скажите просто «благодарю Вселенная», и будет вполне достаточно. Так что, друзья, обязательно с 24 апреля по 30 апреля бросьте щепоточку соли в окно, и все ваши проблемы, неурядицы обязательно исчезнут. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно переходите на наш телеграм-канал, потому что ссылка в описании к этому видео. На телеграм-канале очень много также полезной, важной, нужной, интересной информации. Ставьте лайк этому видео. И, друзья, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте, смотрите, там много полезной, важной, нужной, интересной информации.